На окраине маленького городка в сером здании больницы дышал мир, который почти забыл о существовании маленькой девочки по имени Катя. Все началось в тот роковой день, когда она, будучи всего 8 лет, неожиданно впала в кому. Простой кашель, переходящий в жар, вскоре обернулся диагнозом – энцефалит. Теперь, спустя 5 лет пребывания в состоянии непроницаемой тьмы, Катя наконец-то открыла глаза. Свет внутри палаты был таким ярким, что девочка на мгновение зажмурилась, а потом снова увидела свою мать, Татьяну. Море страхов отразилось на ее лице, и она казалась словно застывшей в самом ужасном кошмаре. Когда Катя произнесла «Уйди», в комнате повисло молчание, полное ужасного значения. Татьяна отшатнулась, ее сердце трещало от боли. Эта дочь, которую она думала потеряла навсегда, вдруг вернулась, но с ледяным презрением. Вскоре к ним пришел доктор, который, осмотрев девочку, выглядел одновременно ошарашенным и взволнованным. Он задал ей вопросы о том, что она помнит. Катя сказала, что может слышать. Каждое слово на ее губах было как гром среди ясного неба. Сдавленное, полное ненависти и неопределенности. Она не могла сдержать эмоций и рассказала врачу о своих чувствах к матери. «Я ненавижу ее», — произнесла она, и слова, словно нож, глубоко ранили сердце Татьяны. Несмотря на предостережение врачей, Алексей, ее отец, все еще надеялся и искал, казалось, единственное спасение. Каждый раз, когда он встречался с медицинскими специалистами, он чувствовал, как мечты о выздоровлении ускользают. В один холодный вечер врачи, наконец, вынуждены были сообщить: увы, это крайне тяжелое состояние. Вероятно, ваша дочь останется в коме до конца своей жизни. Эти слова словно гром ударили по нему. Слезы катились по его щекам, он сам не замечал, как его мир рушится. У него не осталось выбора. Дорогая, любимая Катя. А теперь ей очень больно. Татьяна, не имея сил противостоять действительности, лишь молчала. Они забрали Катю домой. Теперь в их доме царила нехватка радости и тепла. Они не могли понять друг друга, и их жизнь стала серой. Вокруг не было ничего, кроме боли и страха. Во дворе из-за забора никто не смеялся, никто не играл. Маленькое счастье, которое когда-то витало в воздухе, исчезло. Прошло 5 лет. Жизнь продолжала идти своим чередом, но для Кати время стояло на месте. Девочке исполнилось 13, и ее физическое состояние оставалось прежним. Все эти годы ее папа, Алексей, с утра до вечера сидел возле ее палаты и читал книги, включал музыку, рассказывал истории, надеясь, что хотя бы в этом ее сущности откликнется на его голос. А Татьяна все глубже уходила в свои мысли и меньше времени проводила с дочерью. Отношения супругов превращались в формальность. Обыденные разговоры о быте больше не приносили радости. С каждым днем Татьяна становилась все более отчужденной. Ее губы реже растягивались в улыбке, а в глазах тлели угли страха и подавленности. В ее сердце росло безразличие, и вскоре ей начало казаться, что Катя — это просто тень. Она стала смотреть на нее, как на напоминание о ее собственных неудачах. Каждый раз, когда Татьяна заходила в комнату, у девочки появлялся легкий страх. Ее матери казалось, что окружающий мир стал слишком неожиданным, а лицо дочери вызывало лишь горечь. Однажды в коридоре больницы Татьяна услышала смех детей. Это было ужасно. Как будто кто-то облил ее душу холодной водой. Она разрыдалась, но, утирая слезы, попыталась вернуться к реальности. Но реальность была слишком угнетающей. Внутренние демоны заполнили ее сознание до отказа, и в своей бессилии она все больше ненавидела Катю, ее боль, ее зависимость и ее существование в коме. Каждый раз, когда она видела Катино лицо, ей казалось, что оно таит в себе все ее неудачи,
все ее провалы как матери, как жены. Ей стало невыносимо осознавать, как жизнь могла быть другой. Однажды в состоянии крайнего отчаяния она произнесла слова, которые запомнила навсегда. «Как бы я хотела, чтобы тебя не было!» Легкий стон, сорвавшийся с губ ее дочери в тот момент, пронзил воздух. Эти слова отразились в сердце Кати, и хотя она не могла говорить, она чувствовала боль, которую они принесли. Несколько дней спустя, полных отчаяния, Татьяна решилась на неизбежное, попыталась покончить с собой. Это была последняя капля. Алексей, вернувшись домой, нашел ее в бездействии. Он сбил ее с ног, забросив в суматохе, задыхаясь от слез и страха. Он вызвал скорую помощь. Татьяна попала в психиатрическую клинику, где ей предложили помощь. Она проводила дни в терапиях, решая, что дальше с ней будет. Существенной была поддержка специалистов, которые помогли ей взглянуть на свою жизнь с другой стороны. Татьяна искала не только прощения у самой себя, но и понимание, как можно жить дальше. Возвращаясь в реальность, она осознала, что слишком много времени потратила на ненависть и жалость к себе. Когда Татьяна вернулась домой, она встряхнула себя, как бы протрезвев от длинного сна. Это было непростое возвращение, но ураган событий, что произошло, тоже принесли ей мудрость. Чтобы помочь когда-то любимой дочери, ее вновь нужно было полюбить. Семья решила нанять сиделку, чтобы поддержать Катины потребности в уходе. Этой сиделкой оказалась Елена, добрая, отзывчивая женщина, которая знала, как обращаться с детьми и, в частности, с такими особами, как Катя. Однажды, сидя в палате и рассказывая Кате истории о детском смехе и играх, Елена вдруг уловила легкое движение на губах девочки и, присмотревшись, заметила, что Катя приоткрыла глаза. Это был момент, который изменил ход их жизни. Сердце в груди Елены забилось быстрее, и она, встав на ноги, крикнула: «Доктор, она пришла в себя!» Когда радостные новости достигли Алексея и Татьяны, души их наполнились надеждой. Алексей с разбитыми ногами мчался в палату, и, увидев, как его дочь снова открывает глаза и начинает шевелиться, его сердце почти разорвалось от счастья. Он наклонился к ней и, срываясь на слезы, произнес: «Катечка, ты не представляешь, как я тебя ждал». Катя, слабо улыбнувшись, наконец смогла произнести свое первое слово: «Папа». Татьяна, стоявшая в дверях, слышала эти слова, и поток слез катился по ее лицу. Когда ее глаза встретились с глазами дочери, ей вдруг стало ясно. Все, что она чувствовала, все страхи и боли, были отзвуком того, что ее душа столько лет молила о любви. Врачи медленно начали проверять ее состояние, и во время одной из бесед с родителями Катя попыталась сказать: «Я слышала, что ты говорила, мама». Эти слова, однажды произнесенные, буквально повергли Татьяну в шок. Доктор смог пересказать родителям свои слова, и в воздухе повисло напряжение, как если бы время остановилось. На следующий день, когда все немного устаканилось, Татьяна подошла к Кате с глубокими извинениями. Она не могла сдержать слез, когда произнесла: «Прости меня, Катя, я была не в себе. Я так долго ненавидела себя, и сейчас мне страшно, что ты могла это почувствовать». Слезы текли по щекам девочки, но в ее сердце зажглась искорка надежды. В этот момент она поняла, что может простить свою мать, ощутив в своем сердце все те боли и страдания, которые ей пришлось пережить. «Я прощаю тебя, мама», — еле слышно произнесла Катя, и ее слова сковали Татьяну. Это было не просто прощение, это было освобождение. Спустя месяц их маленькая семья снова была вместе, и Катю выписали из больницы. Алексей и Татьяна окружили ее такой любовью, какой не делали долгое время. Они были полны решимости восстановить все, что потеряли. Хотя тело Кати все еще оставалось прикованным к инвалидному креслу, врачи сохраняли надежду на ее восстановление. Каждый день ей помогали физические терапевты, а также неустанные родители, вновь обретя счастье и свет в своих сердцах. Каждый день они посвящали Кате, каждый смех дочери был их победой. В конце концов,
Катя в своей борьбе была не одна. Она поняла, что в ее жизни были люди, готовые поддержать ее, даже в самые темные моменты. Теперь семья вновь стала единой, теплой и любящей. В их дом вернулась гармония, и отношения сослужили им службу. Они вновь стали теми, кем были раньше. И хотя впереди был долгий путь к восстановлению, на этот раз они были готовы преодолеть все трудности вместе. Это история о безграничной любви, нежности и умении прощать. Несмотря на все вызовы, которые могут возникнуть, семья может стать самым прочным оплотом в бурном море жизни.